Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу провинциальную Японию. В Японии очень много административных делений. Например, есть регионы, префектуры, уезды, округа, губернии, в общем, легко запутаться. Но если говорить про типы селений, то их тут всего три: город, поселок и деревня. Про город особо рассказывать нечего, они в Японии все одинаковые. Но даже в самом маленьком захолустном городке, кроме обязательных школ, больниц, пожарных частей, также есть и сети ресторанов, кафе, развлекательные центры, магазины известных брендов, автосалоны и так далее. В общем, останавливаться подробно на этом не вижу смысла. А вот тема сельской местности в Японии мне показалась интересной. Вот давайте на японскую деревню сегодня и посмотрим. Если честно, то это не деревня, а поселок. Но поселок поселку рознь, мы вам сегодня покажем два разных. Вот этот, например, типичная деревня. Вот если внешне говорить, здесь нет ничего. То есть нет железнодорожной станции, пару раз в день ездит автобус, нет ни магазинов, ни больницы, ни аптеки, ни заправки. Вот как-то так, обычная деревня. Много старых домов, но, если честно, есть и не очень старые, но в таком просто старом традиционном стиле. Очень красивые дома. Вот. Но тишина, горы, прекрасно. Если говорить про хозяйство, то в полях выращивают рис в основном. Ну, в некоторых регионах чай. Есть и свои огороды, но с нашими не сравнить ни по размеру, ни по количеству культур. В основном это капуста, свекла, лук. Некоторые помидоры выращивают, но обычно это как декоратив. Вот. Тишина, свежий горный воздух. Петухи под ухо не орут, гуси под ноги не лезут, коровьих лепешек на дорогах нет. Представляете? Ну что это за деревня? И вот такой вот дом, это гест-хаус, старый деревенский дом, и мы здесь остановились на ночь. И вот на примере его я вам и хочу показать, как выглядит классический, обычный дом в горах, в деревне, в Японии. Ну что, заходим.
И сразу же классическая японская штука, это вот такой вот порог. Видно, не видно. То есть здесь для нас, для удобства, сделали такую лесенку, но вообще-то обычно такие большие пороги. Японцы в старых домах не кладут ковры, а развиваются вот так вот прям на бетоне или на плитке. Ладно, идем дальше. Кстати, обратите внимание, вот это прям классика в Японии. Смотрите осторожно, всегда надо. Это для того, чтобы кланяться надо постоянно, видите? Дальше, что еще интересного? Это такие вот классические раздвижные двери в японском стиле. Бывают такие стеклянные, бывают бумажные. Так, заходим в первую комнату, заходите. Вот такая классическая старая комната. Что интересно? Ну, во-первых, вот такой вот стол. Котацу называется. В принципе, у меня претензий к столу нет. Но вот я ненавижу сидеть за такими столами, потому что это надо сидеть в позе лотоса. Ноги затекают, спина болит, равновесие теряешь. Ну, вообще не люблю. Но, кстати, вот эта штука, это, конечно, для зимы. Утепляет. Называется Котацу Хориготацу. Вот. Прикол в том, что здесь, я говорил, что в позе лотоса я не люблю сидеть, да? Так вот здесь, конкретно в этом доме, здесь вот здесь не видно, видно, не видно. В общем, можно сидеть прям как за столом. И там обогреватель. Специально для зимы. Очень удобно, очень тепло. Реально круто. Вот так вот накрываешься и сидишь за столом, общаешься, там что-то пишешь и так далее. В общем, очень круто. Сидеть надо вот на таких вот подушках для поп. Вот так вот выглядит классическая кухня в старом доме, в японском. Вот одинаково, везде так одинаково. Ну, кстати, вот я еще такого не видел. Такие вот дверцы. Прикольные, да, таком в традиционном стиле. Но это видно вот имитация вот таких вот настоящих дверей. Вот. Проходим в следующую комнату. Что мы видим? Ну, во-первых, футон. Футон, да? Японцы в старых домах, да даже и в новых домах до сих пор спят на футонах. Футон — это матрас, на самом деле. Вот. Видите, вот такой вот матрас. Потому что кровати на татами не кладут. Татами — это не только покрытие для борьбы, это вообще покрытие половое в доме. Интересный факт, что даже до сих пор площадь комнаты в Японии измеряется именно в татами. То есть если общая площадь дома или квартиры уже говорят в западном стиле, то есть в метрах квадратных, то именно про комнату говорят: у меня комната 7,5 татами, например. Более-менее нормально. Вот тут, кстати, обычно какие-то всякие картины вешают. Даже не вешают, а просто расписная прям вот эта стена. Ну, здесь все просто стекло. Здесь вот должны были быть, по идее, тоже раздвижные двери. Не знаю, возможно, сняли их специально для нас, чтобы у нас компания была тут большая. Может, и их вообще сняли, не знаю. Вот такие двери делят одну большую комнату на две. Дальше проходим. Мало того, что здесь есть обычное стеклянное окно, здесь есть деревянное окно. А где-то даже есть и металлические такие ставни. Да, то есть там раздвигается вот так. Ну, понятно, это сделано для того, чтобы спасаться от ветра, тайфуна и так далее. Все, закрываем. Кондиционер. Кондиционер обязательная вещь. Прям обязательная вещь в японском доме. Потому что, в принципе, это все картонная коробка. Я не знаю, из гипсокартона, наверное, сделано. В общем, летом очень жарко, зимой очень холодно. Вот в первой комнате, где мы были, там, по-моему, температура там 12 градусов, по-моему. Заходим сначала в ванну. Вот так должна выглядеть, как сказать, ванна в традиционном стиле. Да, то есть, как вот японские ванны, онсен и так далее. То есть, это имитация под камень. Покажи вниз. Имитация под камень. То есть, либо гранит, мрамор, точно не знаю. На самом деле, вот именно здесь это пластик. Вот, кстати, еще
посмотрите, как выглядит душ, насколько он низко расположен. Все потому, что японцы используют вот такие стульчики, кладут сюда и моются под душем. Даже вам больше скажу, и в современных домах, когда есть хорошие душевые, душ расположен довольно высоко, все равно покупают вот эти стульчики, ну уже, то есть уже как традиция, привыкли, из поколения в поколение это все передается. Дальше идем. Идем в туалет. Да, кстати, вот там при входе лежат тапочки. На самом деле это для гостей, все-таки это гестхаус. Обычно японцы тапочки не носят дома, но туалетные тапочки это прям штука обязательная. Одеваем. Ну, туалет показывать не буду. Он маленький. В принципе, ну, туалет как старый туалет, ничего особенного. Ну что, вроде как более-менее показал. Пойдем дальше. И для сравнения мы переносимся в другой поселок. От предыдущего он отличается, во-первых, размером, он намного больше. Во-вторых, он находится между двумя городами. По сути, он их связывает. Тут нет какой-то границы определенной. Вот если вот увидите, там вдали стоит многоэтажный жилой дом, это уже город. А это поселок. Видите, никаких полей, никаких гор. Ну, гора есть, но она так далековато. Плюс обычные дома, уже такие современные, да, частный сектор, но все-таки это уже не деревенские дома. Машины уже нельзя поставить на обочине. Здесь и платные везде парковки, магазины, ЖД-станция, своя есть пожарная станция, даже какая-то христианская церковь есть. В общем, с виду обычный район обычного маленького города. Это так, просто так, для сравнения. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу провинции, пишите. Мы еще, я так планирую, скоро выложим еще одно видео про деревни. Но эти деревни необычные, с изюминкой. Если понравилось, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Ну а пока. Пока. Пока-пока. Это